Привет! Как с помощью пищевой соды и касторового масла омолодить лицо? И это реально. Сегодня я показываю маску, которая очень хорошо питает и разглаживает кожу. Даже самые глубокие морщины становятся менее заметными. Тон выравнивается. И также убирает эта маска пигментные пятна. Если вы будете делать эту маску 1-2 раза в неделю курсом, то она даст отличный результат. Подходит эта маска для всех типов кожи. Девочки, если у вас эта маска останется, ее можно хранить в холодильнике только в закрытой баночке. Хранится она 5-7 дней. Также, девочки, хочу вас попросить, когда вы делаете маски, пишите, пожалуйста, свои впечатления и результаты в комментариях. Давайте перейдем к приготовлению маски. Берем 1 чайную ложку касторового масла, я уже добавила его сюда. Оно будет отлично смягчать нашу кожу и омолаживать даже дряблую и увядающую кожу лица. Это масло имеет очень много полезных свойств для ухода за кожей лица. Оно увлажняет и помогает удерживать влагу в коже. Это очень, конечно же, полезно для сухой и обезвоженной кожи. Также в этом масле есть антиоксиданты. Они помогают защитить нашу кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, и также замедляют процессы старения. Нам это важно и нужно, конечно же, нужно и важно. Еще касторовое масло уменьшает воспаление и раздражение на коже, а также улучшает текстуру нашей кожи. Разве этого мало? Нет, я считаю, немало. Поэтому пользуемся касторового масла и не боимся роста волос на лице. Его не будет, я уже неоднократно об этом говорила. Теперь к касторовому маслу я добавляю чайную ложечку соды и все хорошо перемешиваем. Сода будет отлично очищать нашу кожу, а также смягчать ее. Также сода, девочки, может сбалансировать pH нашей кожи. Это особенно полезно для жирной и комбинированной кожи лица. Еще она обладает противовоспалительным эффектом, а также она улучшает цвет лица, улучшает общий тон и делает нашу кожу более яркой, потому что она очень хорошо ее очищает. Хочу сказать, не забывайте, если у вас чувствительная кожа, то перед использованием обязательно сделайте тест на чувствительность. Мы с вами специально добавляем соду в маски, масла, чтобы уменьшить ее агрессивность. Но я хочу сказать, девочки, что я лично делаю скрабы с содой, и мне очень нравится все. Также я умываюсь содом. Конечно же, это все индивидуально, все мы с вами разные, но пробовать можно. К соде и касторовому маслу я добавляю растопленное кокосовое масло. Только не надо его топить на плите или же в микроволновке. Растопите его естественным путем, пусть оно растает, или на водяной бане. Чайную ложечку добавляем сюда. Кокосовое масло вы можете заменить оливковым маслом. И опять все хорошо смешиваем. Кокосовое масло также полезно для нашей кожи. Оно очень хорошо смягчает ее и омолаживает. За счет полезных своих веществ оно придает нашей коже мягкость, гладкость, очень хорошо увлажняет. В нем есть витамин Е, который очень полезен для нашей кожи. Также масло кокосовое уменьшает воспаление, покраснение и раздражение на коже. В нем еще содержатся полезные жирные кислоты, которые помогают питать и укреплять кожу, способствуя ее восстановлению и улучшению общего тонуса. Девочки, обязательно приобретите себе кокосовое масло, потому что для нашей кожи оно очень полезно. Даже вы можете на нее наносить просто одно кокосовое масло вместо крема. Оставили на 15 минут, потом излишки сняли бумажной салфеточкой и все. Так, мы с вами добавили сюда 3 ингредиента, и у нас еще остался один продукт, который нужно добавить.
И это рисовая мука. Добавляю вот 2 чайные ложечки рисовой муки сюда. Хорошо опять перемешиваем. Если у вас нет готовой рисовой муки, вы можете рис, обычный белый рис, смешать в кофемолке, и у вас будет рисовая мука. Она помогает осветлять кожу, убирать пигментацию, отлично очищает, также удаляет мертвые клетки и стимулирует обновление новых клеточек. Хорошо смешиваем. Маска получается такая гладкая, мягенькая и эластичная. Также, девочки, можно умываться рисовой мукой. Японки очень часто это делают, а может быть вообще не всегда умываются рисовой мукой. Возьмите небольшое количество рисовой муки в ладошку, ну где-то чайную ложку. Добавьте немножко, несколько капель воды, наносите на лицо и вот делайте массаж, легенький такой по массажным линиям, 2-3 минутки. Очень хорошо для лица. Потом умылись и нанесли свой крем питательный или увлажняющий. Маска, девочки, готова у нас уже. Ее можно наносить. Видите, какой консистенции она получается. Вот она с лица не стекает, не убегает никуда, остается на вашем лице. Она отлично замедляет процессы старения кожи, разглаживает очень хорошо, также разглаживает уже имеющиеся морщинки на лице и не допускает появления новых морщин. Также очень хорошо повышает эта маска эластичность и упругость нашей кожи. Особенно очень хорошо для возрастной, дряблой, увядающей кожи лица. Наносим маску, конечно же, на чистую подготовленную кожу лица, шеи и декольте на 15-20 минут. Перед нанесением этой маски я не делаю никаких скрабов, никаких пилингов, потому что в маске есть сода, и этого, я считаю, достаточно. Наносим на 15-20 минут, и когда вы ее смываете, вот массажными круговыми движениями немного помассируйте лицо по массажным линиям. Смывайте обычно, как вы умываетесь, теплой водой, с гелем или пенкой, не имеет значения. Потом нанесите увлажняющий крем. Маска, девочки, шикарная, результат будет супер. Делайте эту маску курсом, сделайте, например, 3 дня. 3 дня отдохните. Опять сделали 3 дня, 3 дня отдохните. Вот эффект будет потрясающий. Видите, как она хорошо наносится на кожу. Видите, не стекает ничего. Отлично лежит и омолаживает нашу кожу. Вот если у вас останется маска, нанесите на руки. Для рук это тоже отличный будет эффект. Я всегда, когда у меня остается маска, я всегда наношу на ручки. И потом также массажными движениями массирую ручки, вот так вот, пальчики все. Вот. Потому что за руками нам тоже, девочки, нужен, просто необходим уход. Наши руки очень много всего делают. И поухаживать за ними — это святое. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока. Увидимся в следующем видео.